Друзья, добрый вечер. Выходим в эфир с текущими процессами. Давно не было от нас видео, и вот снова решили рассказать о том, что происходит. Наверное, с середины лета наверняка вы об этом слышали, о том, что идут так называемые энергии ясности на планету, сгружаются. И как-то здесь как бы отрабатывают. Что-то проявляют, что-то делают явным. Процесс интересный, процесс непростой. И из того, что нам попадается в интернете, народ пишет о каких-то сияющих прекрасных процессах, что вообще-то с энергией ясности не очень коррелирует, потому что ясность проявляет скрытое. Ясность проявляет то, что избегается, ясность проявляет то, что подавляется, ясность проявляет то, на что не хочется смотреть, то, что скрывается, то, что прячется от всех и лежит у вас где-то в тайных уголочках. Мы видим результат этого как бы глобального, ну, скажем, земного процесса, общеземного в новостной ленте. Я думаю, что вы тоже обращаете внимание на то, какие новости сейчас идут из телевизора, если вы вдруг его смотрите, из интернета. И если смотреть на это как бы из своей глубины, то можно увидеть четкие корреляции между тем моментом, когда разговор о ясности пошел, и тем, что стало происходить в масс-медиа. Какие интересные события. Они, в общем-то, происходят вот так по нарастающей, наверное, с конца осени прошлого года. Постепенно этот процесс становился все сильнее, и сегодня, вот, наверное, последний месяц мы имеем дело с тем, что этот процесс докатывается буквально до материи, буквально до физики. Добрый вечер. В этот раз энергии ясности доходят в таком качестве и в таком составе, что они проходят сквозь все до физической материи, до действия и до последствий. Они проходят, выявляя не только сами состояния и проявления скрытые, они выявляют в том числе связи. Вскрывается как бы вся схема, не только отдельные состояния теневые, а вся схема с теми связями, которые ее создают, эту схему. И она проявляется как в масштабе индивидуального процесса, так в масштабе небольшой группы, допустим, семьи или рабочего какого-то коллектива, так и групп, насчитывающих тысячи и миллионы людей на уровне государств, на уровне каких-то общеземных там каких-то. Да, крупных сообществ. Если это крупные сообщества, то выявляется не отдельные проявления и не отдельный человек, который несет за всю ответственность, а выявляется вся схема. Также это происходит в индивидуальном процессе, когда каждый это может обратить через себя и через тот круг общения, который у него есть. Когда скрываются очень застарелые, глубинные темы, которые несут отпечаток в действии прямо сейчас. Каждое действие, которое мы совершаем прямо сейчас, несет своим основанием, заложенным зерном там. Кто-то может это обнаружить в своей терапевтической работе, например, с психотерапевтом или с психологом, обнаруживая глубинные, глубочайшие травмы, например, сексуальные. Эта тема сейчас выявляется очень сильно, выявляя, что вся психика и действия человека отстроены через эту травму, через эту боль теневую. Раскрыл бы здесь. То есть ситуации такие, например, что человек всю жизнь живет, он может даже работать с психологом, с психотерапевтом, заниматься, разбираться. И у него есть, скажем так,
некие паттерны поведения, до которых он не может добраться. Не может он разобраться, в чем причина, не может добраться до сути. И уже и глубинная работа, и любые практики, и там эзотерические, и классические, вплоть до медицины, вплоть до клинической психологии, а все равно как будто бы все на месте, непонятно, в чем причина. И сейчас, вот в это время, вдруг ни с того ни с сего выясняется у человека вдруг, там, через сон, через регресс, через что-нибудь еще, через просто, знаете, как складывается вот одно с другим, с третьим, или в цепочку как бы логика как бы складывается в смысл происходящее, либо у того мастера, с которым работает вот человек, например, психотерапевт, он, например, видит, что это же точные признаки того, что у человека было в детстве, например, сексуальное насилие. Человек сам об этом не помнит и даже не представляет, что это могло быть, не может об этом как бы не догадаться ничего, но по косвенным признакам, как бы по результатам, все складывается в одну картину. Это должно было быть. И, например, так. Или оно вспоминается, например, через что-то, через сон, через там какие-то собственные там процессы, каким-то вдруг или импульсом, как инсайтом вспоминается, это же было, как же я мог об этом забыть. И оно становится здесь, выходит в осознаваемую зону, и человек на это смотрит. И ему нужно с этим теперь что-то делать. Он всю жизнь жил, об этом не знал. А тут он об этом вспомнил или узнал, или как-то косвенно об этом догадывается. И теперь ему нужно с этим что-то делать. Куда-то это, как-то это иметь в виду и с этим работать. И здесь как бы два момента. С одной стороны, это очень большой вызов для человека, который вдруг обнаруживает себя, ну, как бы, знаете, типа сын маньяка, к примеру, сын насильника, вдруг он выясняет, или внук насильника, или что угодно, вот в этом ключе. Это большой вызов, потому что оно шатает все полностью мировоззрение, все полностью мироощущение человека, самовосприятие его. Это сложный как бы жизненный процесс. То есть, когда выходит такого рода травма из подавляемой, избегаемой зоны, человеку становится сразу очень тяжело просто принять сам факт, что это так. Но ему некуда деваться. Этот факт перед ним, и он от него уже не может сбежать. Это энергия ясности. Так она работает. С другой стороны, выявленная травма такого характера позволяет с ней иметь дело, и это означает, что это большой шаг к тому, чтобы ее проработать, к тому, чтобы изменить результаты, которые приводят, к которым она приводит вот здесь, в жизни человека. То, что раньше было скрыто, то, к чему раньше было никак не подступиться, сейчас выявляется вот такими порой жесткими ударами, и с этим ты как бы вынужден иметь дело. Есть такой момент, что сейчас каждый из нас и люди встречаются с тем, что выявляются скрытые вещи, скрытые связи, которые могут проходить либо внутри человека, он является одним из главных действующих лиц в этой выявленной цепочке, либо когда выявляется, что близкий человек проживал какую-то травму, и она влияет на него. Например, муж. Или, например, сын, или отец, да. Или... И напрямую человек не связан, он не является главным действующим лицом. Он наблюдает за тем, как скрывается травма, и что она под собой несет. И то, что он является частью этой цепочки. И на него это тоже как-то повлияло. Это поднимает его отношения, в каком мире он живет, вот эти вот связи. И сейчас каждый, кто находится в этом процессе, какой бы глубины работы человек не производил, может взять это в исцеление, может взять это в свою работу. На своем уровне. На своем уровне. Поскольку это не единственный процесс, который сейчас происходит с энергией ясности, есть еще и другие процессы, и человек может
Видеть, например, в своих индивидуальных процессах, что в глубокой работе он имеет дело со своими состояниями, которые как будто бы в материи не имеют подтверждения. Если у человека очень сложная жизнь и очень сложные внутренние состояния, периодически, по крайней мере, или все время, то в материи этому должно быть какое-то подтверждение. В его прошлом. В его прошлом, да. Что оно не может висеть в воздухе, оно где-то когда-то уже проявлено. Через сложное, неблагополучное детство, но не как таковое детство, а через конкретную ситуацию, которая внесла этот опыт, это состояние этой травмы сюда. И она закрепилась через все слои, в итоге и в психике, и в действиях, и в проявлениях. Но человек может на протяжении всей жизни или периода жизни искать, где же находится эта точка, и сейчас она как будто выплывает островом и появляется на поверхности. И ее уже никуда не денешь, вот она есть. И такой момент, если она вдруг вам не выплывает, а у вас есть такого рода сложности, то сейчас можно в свое прошлое посмотреть специально, заглянуть, внимание, ее там обнаружить. То есть она может стать для вас явной, если под правильным углом смотреть. Если раньше вы не могли ее разглядеть, даже сколько не смотрели, то теперь она может стать для вас ясной. То есть получается, что сейчас на каждого человека, локально, выгружается определенная возможность посмотреть ясно на самого себя, на свое прошлое, на то, что с ним было, увидеть эту логику, эти связи, как бы логические, причинно-следственные, которые вот откуда-то в прошлом у вас здесь воплощение в сердце, в вашем опыте происходит. Можно посмотреть вокруг, что делают другие люди, что происходит, кто такие другие люди, чем они руководствуются, что на самом деле происходит. То есть использовать эту ясность на себя в прошлое, на себя в глубину, на других наружу, то есть увидеть, что у нас вот в социальном сейчас происходит. Интересная история с Голливудом, когда там выясняются неожиданные подробности про вот этих звезд, про продюсеров, знаете все имена, и что там происходит, все это на слуху, как это выходит, каким образом, через там ритуалы, через какие-то жертвоприношения, через детей, через торговлю людьми, еще черт знает что, половина слухов, половина правда, и та половина правды, которую озвучивают, скорее всего, еще и столько же, а то еще и больше, пока не видно. Вот, но оно там есть, и это как бы такое, можно на это смотреть ясно. Смотреть ясно на политиков, тех, о которых что-то известно или еще неизвестно, но будет известно. Смотреть на звезд, на своих кумиров, которыми вы, возможно, восторгаетесь, на тех, кто имеет большие ресурсы, которым вы так или иначе завидуете, тех, кто имеет влияние, власть, что вы в своей жизни вот так вот, авторитет, да, что вы в своей жизни вот так вот жаждете, желаете, и посмотреть на это под углом таким, например, что это своего рода цена. Вот то, что сейчас скрывается, это цена. И эта цена, она, условно говоря, заплачена каждым. Вот из этих людей там есть свои механики получения тех выгод, того как бы объема ресурса, того объема влияния, той силы, которая вот в коллективном поле выглядит, как будто бы это вот само как-то вот получилось, и вот человек как-то вот этим влияет, а почему я не могу? А есть причина, и сейчас на эту причину можно посмотреть ясно. Одна из причин вот такая, потому что способ получения значительных ресурсов, влияния, чего угодно в материи, через текущую эгрегориальную структуру, как вот типа третья плотность, текущая вот эта вот программная система, вот мы ее, дескать, из нее выходим, мы хотим по-другому, но в текущей 3D-матрице процесс получения больших ресурсов, он именно такой. Вот Как на него оно можно функционирует. посмотреть, как это работает. Мы периодически в своих видео, в своих там записях, эфирах, общения с клиентами, с ребятами
знакомыми говорим о том, что 3D-матрица, вот эта вся структура эгрегориальная, все то, что здесь устроено вот в этом мире, она хищная, она как бы отнимает. У нее в ее сути нет ничего, ну, святого, ничего живого. Она как бы только на то, чтобы отожрать, на то, чтобы отнять, на то, чтобы использовать, изнасиловать, вот это все. И это как бы все это время оно звучит как будто, ну, это как будто идея, это как будто бы просто, ну, вот так вот, слишком уж там Аня с Сашей на это мрачно смотрят и сгущают краски. Но нет, если сейчас взять вот эту ясность, которая как бы существует в коллективном поле, и этой ясностью посмотреть на то, что действительно происходит, взять хотя бы те явные триггеры, явные маркеры, которые видны в масс-медиа, можно увидеть как бы разглядеть, как оно работает. То есть, что нужно вложить для того, чтобы что-то получить. То есть, вот цена успеха, цена власти, цена денег, цена вот этого всего через 3D вот это устройство. Через жертву палача. Палач и жертва, да. Ну, поскольку теневые процессы уже идут примерно 1,5 года активно и очень бурно, нынешняя точка отличается тем, что вот эти связи и схемы, то, как функционирует третья плюс-минус четвертая плотность, выявляет то, на каких связях и на каких контрактах существует, что такое вообще третья плотность. Это контрактная структура. Она не работает, ее называют энергообменом, но под энергообменом подразумевают равноправное и равнозначное вкладывание. А в третьей и четвертой плотности это не про равенство, это про контракты, которые раньше скорее относились к разряду конспирологии. А сейчас они очевидны в массовом поле, не только некоторыми людьми, не только для некоторых людей они очевидны, но и для всех. А как работают контракты, через что они работают? Тот, кто и раньше был в каких-то структурах, тот мог видеть, как работают контракты, если смотреть на них не отдаленным взглядом, а как они работают изнутри. Сейчас это выявляется в поле индивидуальном и коллективном. Какую цену платит каждый, в какой бы роли он ни состоял, в роли жертвы или в роли палача. Каждый из них из дефицита что-то для себя получает какой-то ценой. Эта цена может быть для человека весомой и окупающей, а может быть нет. И вот это ролевое положение становится видна контрактная основа. Контрактная основа между всеми существами и самой системой. Как она функционирует, через какие эгрегоры, через какие связи и так далее. И если говорить про процесс, происходящий внутри, ну вот как бы конкретного каждого человека, если брать того, кто в своем глубинном процессе, ну, несколько продвинулся или значительно продвинулся, например, имел дело со своей тенью и пробовал ее принимать, пробовал с ней как-то соединяться, ее интегрировать, то сейчас все сильнее активируется процесс не только тени, как бы той, которую мы имеем дело вот здесь в теле, в структуре воплощения, то, что называют, ну, там, тень, принимают, все принимают тень. Всем надо принять тень. Есть еще такая история, как тень души. И вот этот процесс начинает активироваться все сильнее. У тех, кто с тенью своей здесь местной работал, теневые процессы активируются на каком-то невероятном, в общем-то, уровне. То есть как будто бы то, что было принято до этого, то, с чем ты уже как бы вроде разобрался и понял, как иметь дело, включается в каком-то в тысячекратном размере, снова наваливается, и в тысячекратном масштабе. То есть может быть не столь сильное давление именно чувственное, именно событийное, но при этом масштабность состояния зашкаливает. Имейте это в виду, если вы умеете распознавать в своей структуре состояния, умеете отличать состояния лицевые от теневых,
к примеру, умеете со своей тенью чуть-чуть работать, а эти теневые состояния принимать, и вы сейчас чувствуете, что у вас тень активизируется очень сильно, и эти состояния вас начинают раздавливать, и вы не знаете, что с этим делать, ну вот, это значит тень души. Тень души на вас выходит, у вас есть эта задача здесь, прямо сейчас, на этом как бы этапе, под этой ясностью выявляется тень души. Ну, для начала выявляется сам факт наличия такого понятия, как тень души, об этом же никто не говорит. Об этом же никто толком не знает. Считается, что душа — это вот нечто сияющее, где-то вот оно там находится, в абсолюте пребывает. А то, что внутри системы, внутри этой вселенной находится, то, что внутри, даже вот говорить там про эту планету, про эту плотность, там про уровни высшего я говорить, если, то никто не знает о том, что есть теневые составляющие, теневые состояния там, теневые части Высших души, аспектов. что у высших аспектов есть своя тень. И как с ней иметь дело, что она есть. Сейчас она проявляется. Тот, кто умеет туда глядеть, хотя бы, может туда посмотреть. Может туда посмотреть, кто ченнелит, если вдруг может через свои ченнелинговые каналы повыяснять, что это такое, с чем это едят, зачем это надо, устройство вообще световой и теневой стороны, как это работает. Можно посмотреть, задать вопросы со своих там уровней, у кого какой доступ, как это все соотносится с абсолютом, как это все соотносится с душой, которая пребывает в абсолюте, сколько в этом всем и в световой части, и в теневой части, сколько в этом всем абсолюта на самом деле, сколько там связи с абсолютом, насколько это все истинное, а не иллюзорное. Можете этим озаботиться, пообщаться, узнать. Вот такая от меня вам наводка. Ну, то есть имеется в виду, что система не система только лишь этого мира, а система как таковая, состоящая из всех плотностей. У нее есть световая часть, лицевая, которая стремится к свету, центростремительная. Быть хорошим, световая иерархия, ангелы, архангелы, великое центральное солнце. Да, Вот это вот вот, история. вот туда. Это световая сторона. Есть, условно говоря, довольно условно, 12 плотностей. Под разным ракурсом можно обнаружить, что этих плотностей больше, потому что они там вместе с слоями творения, их можно там насчитать. Да. Что считать за границу плотности? Допустим, условно говоря, 12 плотностей системы. Есть 12 плотностей световых, есть 12 плотностей теневых. И это теневая, то, что называют антимиры, Теневая иерархия. теневая иерархия, теневые миры и так далее. Теневая сторона, она длится точно так же через 12 плотностей. То есть на определенном уровне души, какой бы там это нижний слой самой плотной души был, у него есть соответствующий слой теневой. И технически говоря, у души есть световая сторона, творящая, центростремительная, а есть теневая сторона, центробежная, которая идет в распад, в энтропию, поглощающая свет. И под тенью души подразумевается именно задача исцеления, проявления, работы на том уровне, на котором вы работаете, теми инструментами. Не только тени структуры, которая стоит у нас двойником спиной к спине, световая с лицевой, но и с тенью высшего я, души, слоев творения во всей системе. Потому что эти миры и эти плотности, они тоже требуют исцеления, требуют внимания. Требует связи с абсолютом. Да. Это что касается тени души и вот этих процессов. Это как бы если смотреть из, ну скажем, из структуры вот туда, в глубину, туда, в сторону абсолюта, что у нас раскрывается там. Но из структуры можно смотреть еще наружу.
можно смотреть еще, ну, то есть вот мы посмотрели с вами в прошлое, говорим, что из прошлого идут звоночки о том, что на самом деле было, и что там было такое, что привело к тому, что здесь. А еще есть настоящее. Есть настоящее, которое тоже вдруг становится ясным. Оно вдруг перед вами начинает раскрываться какими-то очень простыми логическими конструкциями. Логическими конструкциями, которые раньше казались, ну, невидимыми, избегательными, как будто этого было не видно. А тут это прямо бросается в глаза. Что, например? Или они представлялись идеями, оторванными от Мгм. всего, Точно, просто да. концепциями нерабочими, неживыми. То есть это происходит прямо в вашей жизни, прям в вашей вот жизни. Вот вы вдруг просыпаетесь в какой-то день, например, окидываете свою жизнь вот так вот взглядом. Я же живу, например, очень бедной жизнью. Я очень бедно живу. Вы вдруг это замечаете, вы это как будто понимаете. До этого вы как-то это знали, но вы к чему-то стремились, вы покупали какие-то вещи, но все не так плохо, но все-таки, у меня может быть зарплата, может премия, может мы что-то заработаем, может что-нибудь еще будет, что-нибудь как-нибудь где-нибудь, а тут вы вдруг А бывает просыпаетесь, хуже да, и или так далее. бывает хуже, да, то есть, У меня может еще быть, нормально. все-таки, а тут вы просыпаетесь, и оно перед вами просто есть. Оно просто есть, и это так. И вы на это смотрите и не можете как будто взгляд отвести. А то, куда вы раньше взгляд отводили, как будто бы перестает вам помогать. То есть вы уже не можете взять и сказать, нет, еще что-то дальше будет, еще я что-то заработаю, еще что-то там получится. Нет, вы просто смотрите, это так. Просто смотрите, оно перед вами. И вы не можете ничего с этим сделать. Это все равно, что вы, знаете, как идете, там, вы уронили телефон, и у него разбился экран. Вот вы можете его взять в руки. Ну ничего, просто чуть-чуть раскололось, просто чуть-чуть трещина на пол экрана, ничего, я похожу, тогда и так далее, и так далее. А тут вы просто смотрите, у меня телефон разбитый. Он просто разбит, вот он. Это так, это данность, он уже разбит. И мне с этим что-то надо делать или не делать, но это не важно. Хорошо это или плохо, это перестает быть важным. Просто это становится так, и вы на это смотрите ясно. Это так. Да, у меня вот такая жизнь. Да, у меня вот это. Да, я работаю на работе, которая мне не нравится, например. Да, это так, просто это так. Вы раньше это как-то подозревали? Или вы раньше это как-то знали и говорили «но» и что-нибудь там, но она приносит мне деньги, или «но она там надежная, но там я всю жизнь на ней работаю», а теперь вы просто на нее смотрите, и эта данность, что вы работаете на работе, которая вам не нравится, она просто стоит перед вами, и у нее нет других связей. Это просто так. Долгое время велась работа нами в индивидуальном процессе и на сессиях, и в совместной работе коллективной с зоной компромиссов. Зона компромиссов, так чтобы ее обозначить, она подразумевает, что человек катается на качелях от одной пиковой точки до другой пиковой точки. В одной пиковой точке я должен, я стараюсь. В другую пиковую точку он переезжает, я ничего не могу, никогда ничего не было, не будет, все, конец, тупик. И все бедствует. И все бессмысленно. И та, и другая вот шкала зоны компромиссов, какая бы она ни была по своей растяжке, для человека одна будет более предпочтительная, хотя она не устраивает, а другая будет менее предпочтительная, вплоть до того, что ненавижу себя таким и ни в коем И случае. там варианты в зависимости от времени, в зависимости от возраста, в зависимости от ситуации, в зависимости от типа решения и так далее, и так далее. То есть там целая как бы матрица возможных выборов, которая вся завязана между двумя крайними положениями. Вот одно или другое, либо так, либо так. Если все как бы весь этот фрактал возможных выборов смести и посмотреть на крайние точки, их как бы две. Одна, вторая. Это в том числе фрактал вероятностей, фрактал временных линий. Разными вариативностями и решениями, которые приняты из вот этой зоны компромиссов. Но ни одно из этих решений не будет радостным. Вся зона компромиссов представляет из себя, что выхода такого, какого я хочу, не существует. Я могу
сильно подвинуться, и мне это не нравится совсем, вплоть до того, что нет, со мной так нельзя, или человек может сказать, ну, в целом хорошо, в целом мне нравится, это лучше, чем, чем возможно представить. Вот так мне подойдет. И он внутренне соглашается, что это самое лучшее. Так вот, вся эта зона компромиссов, она так или иначе имеет задачи посмотреть на нее как на то, что в ней она в целом безвыборная. Она не предполагает радостной воли души. То есть, то есть ваш выбор, он обусловлен, у него есть границы. Вы не можете выбрать все, что угодно. У вас есть четкая рамка, вот такая рамка, в которых вы выбираете. С одной стороны, одна крайность, которая вам не нравится, с другой стороны, другая крайность, которая вам не нравится. И вся растяжка между ними– это иллюзия того, чтобы сделать поменьше этого и побольше этого. То есть вы не любите, условно говоря, ни кофе, ни чай, а вы выбираете из их соотношения, сколько у меня будет в жизни кофе, сколько у меня будет в жизни чая. А то, что вы любите, тут вообще не представлено. В принципе, нету. И человек находится как бы в поиске. Он постоянно ходит, каждый из нас, вот по этой вот цепочке, пытаясь принять решение из того, что ему до конца ничего не подходит. Иллюзорность и неясность вот этого выбора сопровождала нас все это время. Сейчас, и в том числе годы процессов и внутренней работы, как индивидуальной, так и глобальной, вели нас через то, что мы спускались от самого тонкого к самому плотному. И сейчас мы дошли до момента, когда все процессы спускаются в плотное, в действие. Они спускаются не только в событийность, они спускаются в принцип действия, то, как я действую, из чего я действую, из чего я исхожу. И обнаруживается, что это все компромиссы, и в них не предполагается выбора. И когда и вот выявление этой темы, как это можно заметить в материи, это когда неважно, как я себя уговариваю, как я блуждаю по этой зоне компромиссов. Просто факт такой. Телефон разбился. Просто факт такой. Я там Можно себя болею. утешать. Факт такой. У меня вот так. И это приходит в одну точку одного факта. Так есть. Как бы я себе не объясняла, не приспосабливался к этому, это все будет способ облегчить себе жизнь или установить некоторые границы, чтобы самого неприятного для меня не произошло. То есть получается, что вы вот в этой точке оказываетесь в том, что вы не можете сбежать от факта. Это факт, и он вот он. Вы чувствуете, начинаете чувствовать, что то, как вы раньше убегали и объясняли, ну, то, что разбился телефон, это ничего, это не так плохо, и я не неуклюжая кулема, или наоборот, я неуклюжая кулема, это ужасно, и вот как же я мог, или как же я могла его уронить, как же так, он дорогой и так далее, надо новый покупать, кредит брать и что-то еще. Вот это. То есть это все перестает иметь значение. Вы на это смотрите как на что-то отдельное. Отдельно ваши рассуждения, отдельно ваши эмоции, отдельно ваше состояние, которое отдельно ваша вот болтовня, вот это объяснение, отдельно ваша логика и стратегия, а отдельно факт. Это просто факт. Мое действие, я его уронил. Почему, от чего, зачем, что, как это меня определяет, зачем? Ну, то есть, кто я в связи с этим? Неважно, оно не имеет отношения. Я его взял и уронил. Просто. Просто уронил, и он разбился. Вот и вся логика действия. Все, что сделано. Больше там ничего нет. Больше там ничего нет. Просто вы действуете и получаете результат. Вот, вы его уронили, он разбился. Для того, чтобы его починить, не нужно страдать, не нужно мучиться, не нужно себя что-то объяснять, не нужно что-то делать, не нужно быть плохим или быть хорошим. Его нужно взять и отнести в ремонт. Чтобы у него было целое стекло, его должны отремонтировать. Очень просто. Это простое действие. Единственное, что нужно сделать, это его отнести в ремонт, больше ничего. И там не нагружено сверху дополнительно, что это сложно, что это далеко ехать, что это дорого, что это как же мастер, а как я буду ему смотреть в глаза, что я его разбил, я кулема. У всех разное. Но этого ничего нет, оно все не имеет значения. Вдруг в этой точке. Оно не приведет вас к результату в материи. Все ваши внутренние вот эти вот
перетурбация и вот эта вот мешалка внутренняя, эмоционально-мысленная, ни к чему не приведет. Просто надо сделать, и все получится. Единственный весомый факт– это то, что произошло. И оно становится явным и ясным. А все остальное– это клубки, которые мешают на это посмотреть, мешали до этого. И таким образом есть энергия ясности, а есть процесс упрощения. В том числе весь предыдущий период, временной фрактал, который есть у воплощения, он был очень-очень-очень многогранный. От каждого события или принятого решения расходились целые каскады зон фрактала, в котором человек принимал разные решения и шел по разному своему направлению. Сейчас они идут на сворачивание, на упрощение. И вот это фактическое ощущение, он просто разбился. Он разбился просто. Несложно. Сложно это, когда есть тысячи объяснений и тысячи способов на это не смотреть и иметь с этим дело, а просто разбился. И от меня больше ничего не требуется. Я просто имею дело с фактом. И вот эта событийность, вот это одно событие, один факт, вы видите, как он упрощается. От него перестают, то есть у него появляется допустим, 2 вариации. Либо я его, или 3, я его отношу в ремонт, я его выкидываю и не покупаю себе телефон, либо я покупаю себе новый, ничего не ремонтирую и не остаюсь без телефона. У меня просто есть новый телефон. Вместо тысяч, которые подразумевались там до этого на основании всех вот этих вот состояний, какая я и какое все, а так это не так и так далее. И так через вот эти вот фактические Достоин вещи ли я идет нового управление. телефона, недостоин я нового телефона, надо мне чинить старый, и старым разбитым ходить или нет, и вот это вот все, вот это вот. Смещение в сторону простоты. Выясняется, что все вот это ничего не значит. То есть вся ваша вот эта внутренняя болтовня нужна здесь вам только для того, чтобы не видеть факт того, что происходит. В материи очень просто. Вы делаете действие, получаете результат. То, какое вы действие делаете, влияет на то, какой вы результат получаете. То, как вы делаете это действие, влияет на то, какой вы результат получаете. То, из чего вы исходите, когда делаете какое бы то ни было действие, влияет на тот результат, который вы получаете. Поэтому, если вы будете смотреть в то, что вы делаете на самом деле, вы увидите причины. Если вы будете смотреть в то, для чего на самом деле вы делаете то, что вы делаете, вы увидите причину. И результат, который вы получаете, станет для вас очевиден. То есть оно логически так приводит к этому. Если вы увидите то, из чего вы исходите, когда что-то делаете, если вы туда посмотрите, из чего я исхожу, что я вкладываю, какое свое состояние, для чего мне это, какая у меня цель, на самом деле цель. Не та цель, которую я себе через избегание, через объяснение, через лицевую часть, какой я хороший, всем все объяснить и показать, какой я молодец. Не вот эта цель, которую вы себе объясняете для чего, а та цель, которая на самом деле вложена в ваши действия. Вот если вы посмотрите на эту цель, вы сразу увидите, что результат, который вы имеете в материи, безупречно точно отражает то, что вы оттуда как бы хотите, то, что вы вложили, ваша цель. Она там, вложена. И сейчас эти вещи становятся очевидными. Выявляются здесь вместе с связями. И таким образом в материи через выявление фактического и простого можно увидеть, какой разворачивается сейчас процесс. А процесс сворачивания бесчисленной, практически бесконечной контрактности, когда каждое состояние, каждое действие содержит в себе множество намерений, множество избеганий, множество состояний на одном простом действии, которое есть у человека, и содержит при этом в себе огромное количество контрактов. Контрактов как физических,
с другими людьми, с близкими людьми, которые нас поддерживают или не поддерживают, с коллегами, с прохожими, с государством, еще с кем-то, так и тонкоматериальными. На каждом этом состоянии есть какие-то теневые представители, есть какие-то сущности и так далее, и так далее. И их это как сворачивание множественной контрактности к упрощенной контрактности. А это еще не сворачивание вообще принципа контрактности, потому что в системе еще что-то должно куда-то перетекать, потому что система дефицитная, и поэтому не все свободны в любви абсолюта. Что-то идет от плюса к минусу и так далее, как-то перемещаясь в системе. Но эта контрактная основа, она может начинать сворачиваться именно в своем бесчисленном масштабе. Потому что если действие подразумевает у человека в материи только факт самого признания, вот это так, и от меня не требуется ничего испытывать, ничего подпитывать, никак внутри себя блуждать и никаких дополнительных действий не совершать, просто сделать одно. Все то, что раньше было вот на этой базе, может быть не задействовано. И таким образом как бы уменьшается ресурс на подпитку вот этой контрактной основы. В качестве примера можно, например, такое привести. Представьте, вы работаете на работе, и у вас, например, начальник, вы, допустим, какой-нибудь офисный работник, вам дают какие-нибудь задания, какие-нибудь работы, и вы вот его делаете, эту работу. И через вот эту энергию ясности до вас вдруг доходит ни с того ни с сего, раньше это было не очевидно и не ясно, что вы на работу ходите для того, чтобы получать зарплату, получать деньги. Вы приносите туда себя, тратите свое время и силы, и вам за это платят деньги. Причем у вас есть договор, который четко регламентирует, что вы должны делать, а что не должны. Сколько вы должны часов на рабочем месте проводить, такой-то у вас обеденный перерыв, во столько-то рабочий день начинается, во столько заканчивается. Если вы эти условия выполняете, в соответствии со своей трудовой инструкцией все выполняете, ваш начальник обязан вам заплатить. Все. Все. Это не включает в себя хорошие отношения с начальником, необходимость переработок, необходимость дружить со своими коллегами, необходимость делать что бы то ни было еще. Все, что вот в коллективе, в любом рабочем, вот это навялено Переживаете, сверху. что как-то не так складываются отношения в коллективе, или к вам как-то относятся, или вот это все не предполагается. Хорошо или плохо я сделал свою работу. Как правило, это не ваша ответственность. Если у вас в договоре не написано, что у вас есть материальная ответственность за качество вашей работы, то есть если вы кассир, например, то у вас и зарплата вычитают, если вы там недосдача у вас. А если вы офисный работник, секретарь, который там что-нибудь там напортачил в письме, то, что вас начальник пожурил, вам вообще-то на это плевать, потому что он вам должен заплатить в любом случае по договору. Понимаете? То есть вы можете переживать или не переживать, это становится вдруг вашим выбором. Вам не нужно бегать за своими коллегами, вам не нужно бегать за своим начальником. Вы вдруг выясняете, что это такой же договор, как в магазине, когда вы покупаете помидоры. То есть очень простая задача. Вы приходите, говорите, я хочу помидоры, дай мне помидоры. Он дает вам помидоры, вы даете ему деньги. Все. Процесс обмена по контракту произошел. На работе вы делаете то же самое. А все, что сверху, эмоциональные переживания, все вот это вот то, что накручено, вот это важность, вот это важно не потерять работу, важно, чтобы меня повысили, не повысили, вот это вот вся вот эта вот беда, хороший я сотрудник или плохой я сотрудник, переживаю, что я плохо делаю, не переживаю. Это все, оказывается, ни для кого не имеет значения. Начальник, который на вас начинает навяливать новую работу, типа давайте вы выйдете еще в одну смену, а давайте вы возьмете больше, а давайте там что-нибудь еще, мы же все трудимся ради общего блага, начинаются идейные истории, у нас же тут общая компания, наша компания как семья и так далее. Оказывается, что это все полная фигня, вам хотят просто сесть на шею, и вы вдруг начинаете это явно видеть, если раньше не видели такие вещи. Не догадываться и злиться, а просто факт. Не догадываться, не злиться, а это становится очевидно. Просто мне человек хочет сесть на шею, он на меня хочет навалить дополнительные работы в ущерб моей жизни. Ему это выгодно, потому что он заработает больше за счет меня, а я получу меньше, я потрачу больше сил, больше времени
и меньше получу. Мы на это не договаривались, у нас есть контракт, вы его достаете из тумбочки и говорите, вот, я не обязан. И это может поменять ваши отношения с руководителем, может что-то изменить. Но это так, это то, на что вы договорились, и это факт. Это факт. Если кого-то что-то не устраивает, можно передоговориться на новые условия. Там, сами знаете, как это происходит на работе, там, переработки и так далее. Вот. Мгм. Буквально так же, как это происходит в магазине. Когда человек приходит в магазин, видит те помидоры, которые ему нужны, видит ту цену, которая на нем нарисована. Она либо подходит, либо не подходит. 10 евро, 2 евро. Человек сам решает. Сейчас я плачу эти 10 евро. Если да, я получаю свои помидоры, отдаю деньги. Если мне это сейчас неудобно, и мне не подходит такая цена, я иду в другой магазин и покупаю за 2 евро. Отдаю эти деньги и ухожу. Без почему он поставил такую цену, здесь так дорого, и так далее, и Как так вы далее. смеете нам Там не наживаться, и так далее. бесчисленное, может подняться целое бесконечный ворох собственной неценности, еще чего-то, ощущение ненужности и так далее. Там бесчисленные просторы. А тут это фактическое выявление того, что просто. Если я не могу себе позволить помидоры там за 10 евро вот в магазине, а могу только за 2, это ничего не значит, кроме того, что эти помидоры я могу купить, а эти помидоры я не могу купить. Никто ко мне, например, так не относится никак, потому что эта цена стоит не в связи со мной, чтобы меня унизить, чтобы я почувствовал себя каким-то, ну вот, что вот я вот не могу. Нет, просто это я могу сделать, а это не могу. Нет дополнительного. Это все исчерпывающий факт. Больше там нету ничего. Если кажется, что есть что-то еще, значит, да, можно посмотреть, полечить, это все потрясти из себя эту шелуху домыслов, представлений, вот этого всего поскинуть. Там ничего нету больше. И в завершение, в любом случае, все процессы, которые сейчас происходят, они все теневые. Все, которые обозначены, глобальные в целом нами сейчас, и которые не обозначены. Сейчас основной процесс – это теневой во всем своем масштабе. Выявление скрытого, тайного, неявного, контрактного, неочевидного в сторону простоты, ясности, фактического результата в действии и в материи, которое не оторвано от высших аспектов, а является буквальным датчиком происходящего через все уровни. Вот тут так, значит так есть, я имею с этим дело. Интересно, тут есть такой реверс, ну вот, задали вопрос тут такой интересный, а почему вот такая есть, что отказываются там от духовных там всяких Да, в последнее время. процессов, вот, да, как бы это не единственный случай, то есть такой отказ как бы происходит, как будто обесценивание, типа я больше этим не хочу заниматься. К этому есть несколько причин. Там есть история, то, что было там первая, вторая, третья бездна, в которой идет сильный реверс на именно обесценивание, на тщетность. Если это происходит из ощущения тщетности, то это, скорее всего, вам фонит третья бездна. А если это происходит из, ну вот как бы сейчас, это больше связано с тем, что человек смотрит на то, что он делает-то, чем он занимается. То есть вот эта вот простота, вот эта вот местная просто простота. Я делаю, не получается. Или я делаю, получается. Что я делаю? Вот это. И он вдруг замечает, что для него вся эта эзотерика, вот это вот какая-то эзотерика, это не его практические инструменты, которыми он поддевает здесь самые сложные, тяжелые коряги в своей жизни, и чем он исправляет то, что у него всю жизнь болело. Он выясняет, что, оказывается, все эти учения, духовный поиск – это то, куда он убегает от тяжелой, невыносимой действительности, в которой он живет. А тут он туда спасается, он туда сбегает, отлетает. А если он сейчас в этих энергиях вдруг приходит в себя и смотрит, ё-моё, я же живу, какой жизнью, что я делаю, чем я занимаюсь, что я смотрю там, каких-то ченнелеров, что я читаю там эту астрологию, что я там разбираюсь в этих натальных картах, он вдруг замечает, что он
он улетает своим вниманием в свое прошлое, он улетает своим вниманием в какое-то будущее, в планировании, в фантазии, он улетает в свои там высшие аспекты, гоняет где-то, может быть, в Австралии или там на высшее я, там, может, кого-то ченнелит и все. И это все он ищет объяснялки, которые позволяют ему сохранять то состояние, в котором он находится. Он просто сохраняет то, в чем он есть. Он это вдруг замечает и понимает, что это его не может провести. Это, для него это не способ двигаться, для него это способ оставаться там, где он есть. И через это Избегать. осознание избегать. То есть через это осознание он может отказаться вообще от духовного поиска. И в этом нет ничего страшного. В этом нет ничего страшного, если он при этом обретает новый импульс на движение. Через материю тоже можно пройти, в этом нет как бы ничего. Не всем нужно идти через религии, через практики, через там глубину исследования своего сердца и высших аспектов. В этом нет никакой обязаловки. Если человек считает, вернее, осознает вот в моменте сейчас, что это то, что его держит, от этого лучше, может, и отказаться. Почему нет? На время, а может и навсегда. Может, оно вообще не ваше. И посмотреть, как развернется. Не посмотреть, как развернется, да. Если это, конечно, тщетность, если это состояние «гори, оно все огнем», чем я всю жизнь занимаюсь, ничем я не занимаюсь, и всему конец, ну, как бы нет никакого смысла заниматься тем, чем я всю жизнь занимался, и ничем другим я заниматься не хочу. То есть это тупиковое такое состояние тщетности и бессмысленности, сдачи, да. То это состояние, конечно, лучше бы брать в работу, потому что оно непроходное. Вот так вот. Само оно там не разберется, оно будет уводить в глубину состояния. Становится тяжелее. Да. А если вдруг человек обнаруживает, что он сутками листает Инстаграм, смотрит там какие-то видосики, там псевдоэзотерические, читает прогнозы и мечтает, когда у нас здесь, вот уже сейчас скоро развернется, значит, вся красота абсолюта, прям вот здесь вот на Земле. Вот, и он все ждет. И тут он вдруг обнаруживает, что у меня, извините, дети не кормленные, я кредитами оброс, может мне на работу выйти, чем я это все читаю. И он закрывает, он отказывается, говорит, да к черту мне эти медитации, к черту мне эти практики, к черту мне все эти мантры и аффирмации, я все это закрываю, от этого отказываюсь, я иду на работу, потому что я хочу, наконец-то, я вижу, что я убегаю от того, что я не готов заниматься своей материальной жизнью. Я не готов работать, я не готов обеспечивать себя, я не готов заботиться о своей семье, о своих близких. То есть вот это. Вдруг оказывается, что именно это я не готов, и я не хотел. А теперь я, оказывается, ничего просто не делаю, и поэтому у меня ничего нет. А не потому, что у меня плохие отношения с Абсолютом, и не потому, что у меня плохие, там, я не знаю, тяжелый кармический опыт. Оно становится ясно. А помимо того, что оно становится ясно, оно еще становится возможно. Раньше было не вот что возможно. Но об этом отдельная история, как там все это завязано и почему вместе с ясностью сейчас проходят возможности это менять. Это целая отдельная еще телега длинная. Может, потом расскажем. До новых встреч. Хорошего вам вечера. Да. Если на канал не подписались, подписывайтесь. Если лайки не ставите, ставьте. Комментарии приветствуются. До новых встреч. Счастливо. До встречи.